Вот так идешь в Одессе и встретил Чубаку. Я помню время, когда в Одессе в мэры баллотировался Дарт Вейдер. Одесситы тоже, наверное, помнят это время. Бывает у нас, конечно, очень и очень весело. И когда Дарт Вейдер баллотировался в мэры, никто бы тогда не мог подумать, что в небе над Одессой каждый день действительно будут звездные войны. Вот так жизнь сложилась в нашем городе. И было бы смешно, если бы не было на самом деле так грустно. Всем привет из Одессы. Думала, сегодня вместе с вами поедем за город. Интересное место, поскольку будет перемирие и не так страшно. Но нет, перемирие какое-то сомнительное возле города. То там в области летают дроны, никогда не знаешь, куда они полетят. Ой, а могут быть еще и ракеты, поэтому решила я остаться сегодня в Одессе. Птицы перекрикивают людей. В городе сегодня так оживленно. Ну, кстати, я это вижу, работники Макдональдса идут, наверное, со смены. В Одессе уже открыты летние террасы. Ну и в центре города здесь не бывает пусто. Говорю же, страшно куда-то ехать. Воздушная тревога сейчас. Какой-то дрон летит, но пока рядом с городом. Зашла в Мираторг. Здесь такие сумки интересные встретить. Сумка такса. Интересно, сколько она стоит. Сейчас посмотрю. 3000. Кто-то здесь очень любит собак. Смотрите, какой. Это все женские сумочки. Тоже, наверное, примерно такая цена. Тоже 3000. Здесь не только женщины скупаются, но и животные. И сейчас еще вам хочу показать. Такая, можно как сувенир из Одессы привезти. Смотрите, сумка дельфинчик. Сейчас тоже посмотрю, какая ее цена. Такая сумочка 2200. Очень прикольная. Увидела сейчас цену за парковку. Вот здесь, видите, у нас везде паркоматы. Уже нету парковщика, как раньше. Раньше стояли люди в жилетках и просто приходили, брали плату с вас. Сейчас 30 гривен в час. В последнее время начали появляться массово в сети ролики о том, что автомобили забирают прямо с улиц эвакуаторами за неправильную парковку. Особенно если паркуются на местах для инвалидов. Очень часто эвакуаторы увозят автомобили. Я захожу в новости и все время это вижу. Поэтому обращайте внимание на то, как паркуетесь, если вы приезжаете в Одессу. Потому что если раньше увозили прямо с улиц машины в Киеве, то сейчас уже у нас тоже такое практикуется. Поэтому учитывайте и давайте с уважением относиться друг к другу. Такой аншлаг здесь. Много людей идут с Приморского бульвара уже с мороженым. Все отдыхают. И сейчас загляну в книгарню. Посмотрю, какие книги есть. Что сейчас можно купить интересного. Здесь так тихо, хорошо, приятно. И можно найти любые книги. Джейн Остін. Гордість і предубеждення. Упередження. Гордість та упередження. Так, 1100 гривен. Джек Лондон. Я в детстве перечитала всего Джека Лондона. 153 гривны. Ги де Мопассан. Мой милый друг. 562 гривны. Джордж Орвелл. Колгосп тварин. Я только недавно узнала, что это, оказывается, скотный двор. Такой перевод. 223 гривны. Ну, тоже относительно других цен. Нормальная цена. Джордж Санд Консуэла. Кстати, интересная книга.
Я когда-то читала, и она у меня до сих пор дома где-то была. Сейчас она 726 гривен стоит. Госпожа Бавари, я тоже, знаете, сейчас как будто в родительской библиотеке. 445 гривен. А в детстве, как будто в родительской библиотеке. Потом выйду на улицу и вам расскажу. Дети капитана Гранта. Обалдеть, какая книга. За романом Жюля Верна. 596 гривен. Такая красивая книга. Не могу полистать, потому что в руке телефон. Когда захожу в современные магазины книг, хочется сказать большое спасибо родителям за то, что любили читать, родителям, бабушкам и дедушкам, потому что нам по наследству с Ирой осталось огромное количество книг. Я вот сейчас зашла и на книжных полках вижу те книги, которые мы читали в детстве, причем эти книги и на украинском, и на русском языке, и еще тех времен, им уже там больше 40 лет, но тем не менее мы все это читали. Сейчас же не все настолько доступны в бумажном виде книги покупать. Многие, конечно, либо ездят куда-то на Староконку, находят книги, либо просто читают онлайн или слушают аудиокниги. Супер. Несмотря на будний день, везде много людей, и Приморский бульвар не исключение. Это излюбленное место одесситов. Так здесь приятно, недалеко море, воздух свежий. Все в деревьях. Вот неделю назад была здесь. Все еще, листьев еще здесь не было. А сейчас, посмотрите, все быстро меняется. Смотрите, сколько людей. Вы знаете, Приморский бульвар в начале войны был закрыт. Я думаю, все за ним так соскучились, что если живут рядом, стараются всегда приехать отдохнуть. Я вам уже показывала, но может кто-то не видел, здесь на Приморском бульваре, возле Дюка. Ой-ой-ой, что бабахает. Все-таки тревога, может уже что-то подлетело к городу. Нужно зайти в укрытие. Здесь, видите, Макдональдс, и многие говорят, вот здесь запах характерный Макдональдсу, неприятный. Нет, сделали, наверное, правильно, установили вытяжки, все здесь хорошо, и никакого запаха еды нету. Недавно была атака дронов на город, и пострадал вот здесь здание вот этого фуникулера. Прям на фотках в интернете был разбит этот купол, я прям говорила, только открылась, вот еще фанерный лист остался, уже здесь что-то произошло. Ну, вижу, быстро ликвидировали последствия, и здесь сейчас можно купить водичку, мороженое, вот что-то быстренько перекусить, какой-то сникерс. Видите, как кафешка, кофеечек можно выпить. Машинки ездят, наводят порядочек, чтобы на Приморском было чисто и свежо. Хочется, чтобы у нас было как в Японии. Недавно смотрела, девушка проводила эксперимент, надела белые носочки и просто прошлась по улицам Японии. И чтобы вы понимали, они остались чистыми. Нам еще к этому нужно стремиться. Везде начинают расцветать древовидные пионы. Тоже потрясающе красиво. Ну, посмотрите на этот куст. Ну, вообще, какая чудесная весна в этом году в Одессе, несмотря на то, что холодная. Люблю наш город очень сильно, и мне хочется, чтобы вы максимально почувствовали атмосферу, которая здесь сейчас. Надо Одессу беречь. Так и хочется подпевать ему на весь горсад. Правильные слова песни. Одессу нужно беречь. Потому что наш город такой единственный и неповторимый.
Поэтому все, кто сюда приезжает, запоминают его на всю жизнь.